Я уже во Владикавказе, я уже переночевал, и утром меня ждала вот такая картина из окна. Видите, вот там вот начинаются эти горы, все в снегу. Все это вот здесь горы, 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 горы. Класс. Красиво, да? В прошлый раз мы тоже заехали ночью, темно, ничего не видно. Ну, так уже пасмурно, даже вот этих ближайших вот этих зеленых гор не было видно. А утром встали вот эти огромные такие высокие горы стоят. В общем, могу рассказать, сколько я вчера, во сколько я добирался. В горах возле Гудаури, не доезжая где-то километров 30, наверное, до границы, стоит очередь. Я к ней примкнул. Сказали, что в 7 часов вечера откроется граница. Откроется не граница, откроется дорога. И по этой дороге мы доедем. Кому куда. Потому что кто-то ехал даже не до не до граничных всех этих знаков, ему не нужно это было. Кто-то ехал в Степансминду. Они тоже стояли вместе с нами. Вот. И потом открыли дорогу, и мы поехали. Дорога плохая, снег выше машины в несколько раз по дороге, по сторонам от нее. Это получается ущелье, проезжаешь, это не горы, это ущелье, проезжаешь в какой-то момент. И вот в этом ущелье вот этот очень много снега туда сметает, наметает. И дорога влажная, грязная и очень много ям. Ямы огромные, передо мной какая-то машина ехала с грузинскими номерами, видно местная, она все эти ямки объезжала, я за ней. А когда она уехала, я там пару ямок таких хороших нашел. Вот, и потом до границы доехали. Тоже порциями запускают. Там всегда вот на границе, я никогда про это никто не говорил, всегда стоит две очереди. Одна из грузовых машин, рядом из легковых. Обычно грузовые на обочине стоят, а легковые стоят прямо на дороге, вот здесь, вот, на грузинской. И в обратную сторону из России то же самое. Вот. И ты стоишь за легковыми машинами, и там по пятеркам, по 5-6 машин запускают на территорию и проверяют. Грузинская сторона, таможенники очень быстро проверяют. Документы проверили, посмотрели, и все. Даже машину так обошли, посмотрели, даже не глубоко не интересовались, что я везу. Российские подошли, спросили, что в коробочках лежит у меня. Тоже не очень сильно интересовались, ну так проверили машину. Вопросы всякие задавали, разные и так далее. И что потом, единственное, что перед российской таможней, когда мы уже грузинскую прошли, прям очень быстро, там такая две очереди, надо всегда остановиться в самую-самую правую очередь, потому что в правая очередь, она для легковых. Если вы встанете во вторую справа, то стоит пограничник, говорит, я вас отсюда никуда не пущу. Пытайтесь договариваться с соседней очередью, туда переезжайте. Это может получиться, может не получиться, если быстро не получиться, потому что мы как-то ехали, в такой же ситуации оказались, нам водитель на армянской номерами машине сказал, что типа того, нет, нет. Хотя я встал первый раз просто по незнанию, и сегодня тоже встал по незнанию. В этом году, в этот раз. Ехал за машиной, и мы приехали в очередь, которую никуда не пускают. Нас что-то там мариновали минут 40, наверное, 30-40 минут мариновали уже после грузинской границы на российской границе. Потом запустили и проехали. Ой, красиво. У меня в машине были баклажки с водой, их всех сжало. То есть, ну, баклажка, она, как сказать, как будто из нее воздух выпустили. Вот. Классно. Сейчас я пойду по городу погуляю. Тут несколько дел у меня есть, машину помыть. Вот. И потом встречусь со своими родственниками, которые возьмут машину и отгонят ее к ним домой. И там ее выставят на продажу. Я им все напишу. А я поеду завтра обратно в Грузию. Еще один день переночую здесь и поеду в Грузию, оттуда полечу в Турцию.
Ладно. В кафешке посидел, сейчас покушал. Так вот называется, кому-нибудь, наверное, кто сможет прочесть, узнает, где он находится. Вот. Здесь прям сразу в чеке указывают, видите, написано чаевые 12%. И здесь в чеке есть в конце. Вот. Так вот простенькое такое кафе достаточно, без всяких вариаций. Просто беленькие стены, синий потолок. Люстрочки такие. Я под какой-то вот сижу, арочкой, не арочкой. Очень много мест на улице, но сегодня прохладный день, ветреный, и поэтому весь народ внутри. Народ уходит, приходит. Сейчас мало народу, и я пойду. А вот так эта кафешка выглядит снаружи. В принципе, простая, даже в камере что-то, простенькая такая. Там Mercury отель. Классно, на улице так прохладненько, комфортненько, не холодно, просто приятно. Вот в этой кафешке сейчас я посидел, вот она так называется. В принципе, простенькая в оформлении. Хотя вот мест много посадочных на улице тоже. Но сейчас они все свободные, потому что еще не лето, еще народа здесь очень-очень мало. В Грузии вообще и конкретно в этом кафе в частности. Это кафе недалеко находится от вот этот место центральное, где Георгий на коне, потом Нарикала, вот старая крепость, вон там она наверху находится. Вот этот храм большой на противоположной стороне, где канатная дорога. Я сейчас пойду туда, пройду чуть-чуть в ту сторону, но я наверх, наверное, не пойду, потому что сейчас темно, ничего не видно. И очень сегодня ветрено. Я вот пойду туда завтра попробую. Нико Пиросмани, Никала. Вот этот памятник так называется. Никала. Держит дяденька овечку. А вон стоит эта старинная крепость наверху. Пойду догуляю до нее, до нижней части, там, где крест стоит. И потом пойду, наверное, в обратную сторону, в сторону дома. Здесь внизу вот эти крыши старинных бань. Ну, по-моему, это все стилизованное, потому что сами бани в другом месте находятся. Это просто так сделано здесь. Вот. Хотя, может, я ошибаюсь. Такие картинки часто бывают на съемках в Тбилиси. Стоят такси в ряд, смотрите, на светофоре несколько штук подряд. Вон он крест спереди, который белый такой. А вон там наверху, вот за деревьями, стоит вышка телевизионная. Мы к этой вышке поднимались. Она стоит в Мцхете, парк Мцхета на горе. Туда на фуникулере поднимались. Вот. Но думаю, там сейчас еще хлещет, там еще сильнее дует ветер. Я думаю, у вас тоже в камере сейчас висит в ушах ветер. Вот. Это вот уже вот самые такие центральные места. Ильдар Алиев, Адина парк, смотрите. Парк Ильдара Алиева. Опа. Вот такой он ночной. Вот туда еще немножко пройду. А вот он, основатель города, Георгий Победоносец. Храм вот этот тоже популярный. Во многих видео и фото встречается. Вон там впереди мост мира. Я пойду, наверное, схожу. Он сейчас ночью подсвечивается. Вот его хорошо ночью посмотреть. Я пойду гулять. Какая-то кибитка стоит наверху. Колокола. Интересно.
Пойду дальше туда, вот в ту сторону, вдоль реки. Хотя здесь, конечно, много чего интересного собрано во дворе. И горшки здесь. Как будто какие-то раскопки здесь проводили в этом месте. Камня всякого разного собрано много. И большие горшки, и маленькие. Тут вот сколько ресторанов на одной площади сразу. Магазинчики какие-то, обменники, брусчатка под ногами. Не сильно старинная, но брусчатка. Я пойду гулять дальше. Что здесь интересного? О, какой дворик интересный. Классно. Симпатично смотрится. Часы какие. Красота. Ух, чуть на собаку не вступил. Музычка играет. А вот теперь вид на этот же с этой стороны. Интересно. Ночная жизнь в Тбилиси. Я вон к тому мосту пойду. Мост Мира он называется. Мимо этого, так, извиняюсь, вот этого кругленького сооружения тоже пройду. Сейчас узнаем, что это такое. Никаких движений по этой реке нету, потому что, ну, в принципе, невозможно, наверное. Кстати, вот она канатка, но она сейчас не работает. Не знаю, вообще или просто... Ну сегодня очень ветрено, даже если бы работало, сегодня было бы очень на ней некомфортно. Эти кабинки бы раскачивались. Но тут тоже старинная какая-то крепость. Мы здесь как-то заблуждались. На машине первый раз приехали и заблудились вот именно в этом месте. Я пришел к началу этой канатной дороги. Она стоит, а здесь рядом кафешка, вот такая. Трамвайчик. Здесь подсвечивается снизу, сбоку, сверху. Даже не, это не да, кафешка, там сидят народ. Классно. Так, ну я хотел идти к мосту. Сейчас подумаю, как туда пройти. Это очень интересно. Интересно изучать город ногами. Везде заходишь, везде смотришь. Интересно, классно. Красиво. Там на холме, видите, еще стоит храм. Еще выше, еще выше, еще дальше. Тоже подсвечивается. Я не видел, пока там внизу стоял, не видел его. Вот тут тоже храм стоит. А вот эта башня телевизионная в парке Мцхета. А я тут все пытаюсь догулять до этого моста. Иду не спеша. Не уверен, что здесь вообще проход есть, но я все равно гуляю. Дошел я до моста, вот бегущая эта светящаяся, соединяющая строка. Никого нету, сейчас холодно, и поэтому никого нет на этом мосту. Обычно здесь народу гуляет много. Пойду на ту сторону, перейду и пойду домой. И тут чуть-чуть, может быть, ближе, хотя не уверен. Подсвечивается весь мост этот. Здесь ступенечки идут. Вот так светящаяся дорожка выглядит на мосту. Светло. Кстати, в ту сторону я не снимал ничего. Вау. Гоняльщики здесь по городу.
Прогулялся по этому мосту. Красивый, антуражный. Дизайнер, конечно, постарался, сделал его очень таким запоминающимся. Красиво. Пойду в обратную сторону. Понизу здесь я еще не проходил. Антуражный памятник такой здесь стоит. И вот эти антуражные балкончики. Там свет горит. Видимо, кто-то живет в этом доме. Здесь тоже на верхнем этаже свет горит. Белье сохнет. Видал знакомое название. Лабне. Только делает президент. Остальное все, конечно, есть русский вот Простоквашино. Президент по-русски написано. При желании. Слобода. Видите, все тут по-грузински подписано. Местные производители. Домик деревни вот здесь есть. Как посчитать, одну лари примерно 30 рублей. Вот 32-33 рубля. Надо посчитать. Плюшки вот. Я хотел купить. Сейчас. По 2 лиры примерно. 2,50, 3-4. Масло, кстати, по-моему, это украинское, оно подсолнечное. Слобода. Тушенка есть. Ладно, я хотел плюшки взять. Кто-то где-то шуршит, надо пару плюшечек взять, пойти гулять по городу. Кстати, в паре есть чисто турецкий вот бренд. Чим, Айран. И вот просто Айран тоже его же. Тут в паре много лимонадов. 2,99. 3 лиры. 3 лари стоит. Сладкие лимонады. Грузинские, классные, обалденные. Не знаю, взять. Или я уже напился ими. Пиво тут тоже есть. Пива не хочется.